Всем доброго раннего утра. Итак, друзья мои, поскольку я историк, и я очень много изучала архивного материала, исторические документы, мне это было интересно. Иногда по определенной тематике, иногда просто попадался такой материал, и я все это сохраняла для себя. Потом использовала это, взяв за основу такие древние заклинания, песнопения, гимны и прочее, составляла и составляю работой уже много лет. Именно поэтому эти работы действенные, помогают, получаются, потому что в основу всего, в основе всего лежит, наверное, тысячелетняя сила, энергия, слова, которые много тысяч лет произносились, и поэтому они обладают особой силой. И если на основе этих слов создать что-либо, оно обязательно поможет человеку и так далее. Сегодня я хочу вам сказать, точнее поделиться с личным заговором, который я использовала не раз в жизни. Это слова не мои, но мало кто знает, что их можно было использовать в угоду себе и для того, чтобы решить определенные вопросы. В Библии описывается определенный случай, который произошел в Вавилоне. Этот пир упоминается в других источниках тоже, в персидских, например, источниках, но немного по-другому. Есть знаменитая картина, называется «Пир Валтасара». А если на восточный манер – Багдасар. Асар означает царь, славный царь. Асар-Хадон, например, ассирийский царь, имя. Царь Хадон, царь победоносный. Набагуданасар, владелец или могущественный царь. Асар – царь. Но имена вавилонских, то есть халдейских царей, царей Ассирии, Междуречия и прочее, часто соединялось вместе с словом «царь», и как бы это произносилось. Теперь его звали Валта, может, Валта-Асар. Асар прибавили как царь, царь Валта, или общее имя, то есть полное имя было Валтасар, неизвестно, но описывается такой случай в книге Даниила. Насколько я помню, да, пророка Даниила, когда в Библии сказано о том, что Валтасар и Вавилонское царство было наказано за то, что во время пира царя Валтасара по его приказу была использована утварь, сосуды, чаши и бокалы, которые были увезены из Иерусалимского храма. А в персидских источниках сказано, что цари Вавилона любили грабить храмы богов разных народов и использовать эти все золотые, серебряные, сосуды во время своих пиров. И что в какой-то момент боги решили наказать Вавилон и отдать в руки персов. Вот в персидских источниках вот так написано. Естественно, Библия, она всегда
в свою пользу очень много поворачивает, переворачивает и переписывает. Поэтому, ну, как есть. Боги наказали Валтасара, скажем так. Во время пира вавилонского царя Валтасара он приказал, чтобы принесли и поставили на стол вывезенный из храмов утварь. Говорю из персидских источников. И в этот момент, в разгар пира, появляется рука, которая начинает писать на стене определенные слова. И слова звучат таким образом. Мене текел упарсин. Валтасар, конечно, не может понять, что происходит. Призывает своих мудрецов, они не могут разгадать. И царица говорит, что есть такой пророк, такой мудрый человек, Даниил. Позовите его. Я думаю, что он должен помочь в этом. Призывают Даниила. Даниил приходит и говорит ему: государь, здесь написано следующее на арамейском языке. Мене, Бог исчислил царство твое. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. А если так перевести, ты взвешен и найден неугодным. И последнее, упарсин, царство твое разделено и отдано персам и медианам или медийцам. Значит, смотрите, смысл слов. Исчислил твое царство. Время твое пришло, закончилось. Исчислили твое царство. Все. Подытожили твое царство. Время твое подытожили. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Если на восточный манер, то есть оттуда перевести на более европейский лад, это означает, что нашли тебя ничтожным. Взвесили все твои знания, все твои деяния и нашли, что ты ничтожен. Ты неугоден, чтобы дальше продолжать твое царство. И последнее, упарсин, отдано, разделено, а отдано персам и медианам. Или вообще роздано твое царство, отдано, отнято у тебя. Однажды мне сделали очень больно. Человек мне сделал очень больно, он меня предал и не скрывал этого, и сделал это очень нагло, и сказал, что ему предложили лучшую партию, дочь какого-то генерала, поэтому извини. И не описать словами эту боль. Вообще самая страшная боль, наверное, в отношениях, не в жизни, а в отношениях, это все-таки от измены. И, как правило, тебе изменяют и предают тебя в тот момент, когда ты не можешь ответить, потому что это трусы. Предают только трус. А трусу не нужно, знаете как, держать ответ. Он не способен честно сказать и уйти. И он должен уйти в такой момент, чтобы у тебя не было сил вообще даже разобраться, там, устроить разборки и прочее. И в моей жизни был тяжелый такой период. Еще и меня предали. Это был такой двойной удар. Я вспомнила эти слова. Царствие твое подытожено, исчислили твое царство и положили ему конец, или подытожили, или закончили. Ты взвешен и найден легким или бесполезным, или деяния твои бесполезны. И царствие твое разделено и отдано другим. Пускай здесь персы и медианы звучат, неважно.
И я пришла домой, зажгла свечу, смотрела на эту свечу и начала повторять поневоле. Мене текелу парсин. И при этом представляя его лицо. Что царствие твое, или богатство твое, или судьба твоя, или новая жизнь, которую ты собрался устроить, закончена, подытожена. И твои деяния, и то, что ты сделал, найдено в глазах судьбы бесполезным. То есть ты сделал ненужное, ты ненужный человек. И все, что ты делаешь, абсолютно бесполезно и не имеет смысла для Вселенной. И поэтому все, что у тебя есть, будет роздано другим, то есть отобрано у тебя. И оказалось, что эти слова, написанные на стене много тысяч лет назад, а именно, наверное, лет 4 с чем-то тысячи лет назад, если так уж сравнить время царствия вавилонских царей, вот эти слова, написанные на стене на арамейском языке, неважно, за какого бога отомстили, или за тех богов, из чьих храмов путем грабежа вывезли сосуды и потом ими пользовались, что нельзя было делать и так далее. Ведь это было для духов, духовных созданий, а не для людей, да, изначально создано. А тут человек взял и решил, что он самый сильный, он может распоряжаться, он может решать за богов. А его наказали. Пусть в Библии сказано про Бога, а в персидском, скажем, летописи сказано про богов и храмов богов. Это не имеет значения. Но слова оказались пророческие и очень сильные. Я не помню, сколько раз я это сказала. Я помню, что я уснула возле этой свечи. И проснулась, эта свеча только таяла. Может быть, я уснула и проснулась, в течение получаса. Я проснулась очень бодрая, эта боль прошла полностью внутри. Мне стало очень легко. Я была уверена, что он очень страшно заплатит за свое предательство. Так и случилось. Так и случилось. Оказалось, что эта девушка беременна от какого-то парня. Но он был согласен и на это, лишь бы с ней жить. Потом оказалось, что отец, как-то он передумал, то ли нового жениха нашел, не помню подробностей. Потом у него отобрали машину, которую дали ему пользоваться, выгнали из квартиры, которую там отец подарил, хотел подарить, и он уже там жил, готовил эту квартиру, ремонт делал, и выгнали его оттуда. Он потерял все и пошел работать шофером маршрутки. Вот и все. И, может быть, я не помню, сколько лет прошло. Потом его вообще не стало. Дело не в этом. Может, из-за этого не стало, может, потому что он подлец был. Но с тех пор я поняла, это имеет огромное значение. Никогда не пользуйтесь этими словами просто так, на ровном месте. Но если вас действительно обидели, и если вы чувствуете, что вы реально не виноваты в этом, вам сделали больно ни за что. Начальник обижает, оскорбляет, гадости говорит, ведет себя подло, надменно. Либо держите его образ в голове, либо распечатайте его фотографию, чтобы лучше почувствовать. Ночью или когда сумерки, когда солнце село, поставьте перед собой эту фотографию, зажгите свечу, желательно черный воск. Смотрите на этого человека или представьте этого человека и говорите вот эти слова столько раз, пока по вашему телу просто ток не пройдет. Вот пока не начнется какое-то состояние такое измененного сознания, пока вы не почувствуете, что достаточно.
Просто говорите ему эти слова. Мене, текел упарсин. Запомнили? Мене, текел упарсин. И вот мене, текел упарсин. Можете шепотом, не надо кричать. Можете в полголоса. Но говорите много-много раз, глядя ему в глаза. Вот пока вот не почувствуете, что сгущается просто вокруг все, пространство начинает сужаться, сгущаться. Такое ощущение, как будто вы в такой прострации находитесь. Знаете, ощущение такого вот, даже, не описать, такое междумирие начинается. Знаете, такое вот пограничное состояние. Вы это почувствуете. Вас услышали. Все. Когда спускается определенная энергия во время ритуала у человека, вот это состояние начинается. То зевает человек, то его трясет, то глаза слезятся. Это означает, что вас услышали. Вот вы говорите, и оттуда спускается эта энергия. Вот портал открывается, двери, и вас слышат. Почему важно такие работы проводить со свечой, источник огня, и ночное время, вечером? Потому что ночное время особенно силы вот эти как бы особенно активны. Это, во-первых, и открываются порталы. Люди спят, ложатся спать, меньше шумов, меньше загруженности в атмосфере. Начинает открываться Вселенная, понимаете? Потом свеча – это определенное как открытие двери. Вот вы зажгли свечу, она пронизывает, протыкает это пространство огнем и открывает вот этот портал. Почему нужно монотонно говорить определенное время, определенные слова? Это как вот в древние времена для того, чтобы взять крепость, да, вот, может быть, вы видели в исторических фильмах такое бревно, подвешенное на цепях. Начинали бить. На Востоке их называли бабан. Начинали бить по стене, по дверям вот крепости, пока не разрушат, пока не сделают какую-нибудь дыру, из которой можно зайти и взять эту крепость. Вот то же самое. Вы бьете, вот это пространство раскрывается, и в какой-то момент все, и вы чувствуете, что вот все, прям задыхаетесь. Такое ощущение, как будто вы в аквариуме оказались. Голова закружилась, зеваете, глаза слезятся, затрясло. Оттуда приходит эта энергия, и она вас услышала. Все, можете договорить и прекратить. Вы поняли, что началось. Некоторые говорят, а можно ли с телефона? С телефона вас будут отвлекать. Можно, конечно, но получится, 50%. А чтобы 100% получилось, вас ничего не должно отвлекать. Понимаете, вы должны зажечь свечу, желательно даже электрический свет где-нибудь в другом месте оставить, чтобы в доме был свет. Но зажечь свечу и сесть, сконцентрироваться и повторять монотонно, вот как этот вот инструмент баба, который бьет, баба или бабан, по-разному его называли, который бьет в цель и разбивает, значит, крепостную стену, двери и заходит, чтобы получить желаемое. Запомните, не злоупотребляйте такими словами. Не читайте на человека, который просто не так на вас посмотрел. Или вам казалось, что он влюбился, а оказывается нет. Такие вещи здесь нельзя. Это наказание для человека, который реально причиняет боль. Это такой источник боли. И через некоторое время вы увидите, какое наказание этот человек получит. У него жизнь начнет сыпаться. Просто. И запомните, если человек не виноват, на него не подействует. Но если человек виноват, и вы, как разумный человек, понимаете, что вы не просто так обиделись, и вы не просто так хотите на него начитать и наказать, тогда другой вопрос. И знаете что? Всегда будут говорить, ой, зачем так, нельзя так. Именно те подлые твари, которые сами не раз людей обижали, оскорбляли, втаптывали в грязь, и они сразу
переживать начинают, они сразу начинают такие вещи осуждать, потому что они сами такие. Как говорится, умей прощать, да? А я говорю, умей делать так, чтобы не приходилось тебя прощать. Прощать или нет, это уже дело каждого. Не надо навязывать это. Не надо приказывать мне прощать тебя. Может, я не хочу тебя прощать. А почему я должна тебя прощать? Чтобы ты пошел еще раз это сделал. Маньяка, если простить, то будет новая жертва, правда? И много раз так бывает, когда женщины из-за того, что не хотят огласки или чего-то, не обращаются, не говорят. Понятно, что там никто работать не будет, искать не будут, но, по крайней мере, твоя совесть будет чиста. Ты описала, ты сказала, какой это человек. Если что случится, его быстро найдут, хотя бы еще одной жертвы не будет. Но также не случается, правда, когда таких ловят, оказывается, они уже не раз делали, но женщины не обращались никуда. И именно из-за того, что они ничего не сделали, вот это бездействие привело к тому, что новые жертвы встретились ему. То же самое здесь. Зло нужно наказывать. Если человек ведет себя откровенно, вызывающе, подло и не наказывается, он будет дальше это делать. Он с вами закончит, вас выжмет, уничтожит, потом пойдет еще кого-то, понимаете? И вот это вот «не суди, да не судим будешь», это просто, это не об этом было сказано. Это сказано было «не лезь в личную жизнь людей». Ты не знаешь, кто кого должен любить и кто с кем обязан спать. Вот это тебя не касается, тут не суди. Какое твое дело? Но не судить за подлые поступки, так нельзя не судить. Потому что общество держится на порицании. Если мы грязь и зло не будем порицать, мы становимся соучастники этого всего. Правда? Поэтому никогда не думайте, что если... Ой, как-то, а имею ли я право наказывать человека? А имеет ли право человек унижать тебя? А имеет ли право человек обманывать тебя, если ты надеялась на этого человека, работала там все лето, предположим, да, и все свое здоровье угробила, а он тебя обманул и денег не дал? Он имеет право это делать. А имеет право молодой человек обещать, кружить голову, а потом сказать: извини, это все было несерьезно, у меня другая. Он имеет право так разбивать вам душу, сердце и жизнь? Нет. За других вы это читать не имеете права. Только за себя. Единственное, что вы можете сделать, если ваш ребенок еще ребенок, школьник, его обижает определенный мальчик, и вы знаете этого мальчика, или его семью, или отца, или кого-нибудь еще, вот ставить их на место вы можете. Только в этом случае. А в остальном, именно для серьезных каких-то наказаний, только вы. Невинного не накажут. Сверх меры не накажут. Если он вас оскорбил, за это он под машину и автобус не попадет, я вас уверяю. За это может случиться так, что он просто заболеет или ногу свернет, и пока он будет лежать в больнице, у него будет время думать, за что он получил. Если он хотел вас подставить, и чтобы вы сели в тюрьму, значит, начнут его проверять, и он сядет. Вот то, что он хотел с вами сделать, случится с ним. Вот и все. Справедливо? Да. Недавно смотрела, как в Казахстане одна мадам, которая, в общем, пассажирка. Помните, да? Наверное, смотрели, как она позвонила в полицию. Он меня бьет, он насилует меня и так далее. Ее оштрафовали только за ложный вызов. А сколько дали бы этому парню, если бы у него не было видео? Вот если будут наказывать так же, как наказали бы его за эту клевету, тогда не будут такое делать. А сколько таких подлых людей? Шофер не разрешил там пить, курить в машине. Она позвонила. Вы знаете, он пристает ко мне, он пытался порвать на мне одежду и прочее, прочее. Понимаете? И потом сидят и говорят: да не судите, как можно наказывать? Как такую нечисть не наказывать, скажите мне? Человек спокойно, как там говорят, на голубом глазу
без стеснения, без переживания, что ломает судьбу человеку, позвонила и говорит, что пытаются с ней расправиться. А если бы не было видеокамер? То есть сломали жизнь парня, правда? Сломали бы. А в наше время мы знаем, что очень легко и просто любого посадить был бы повод. А потом с клеймом насильника он выйдет из тюрьмы. Кому он нужен? Вся его жизнь под откос из-за какой-то мерзавки. Надо ли такую наказывать? Как думаете, да? Вот я к чему говорю. Что наказание должно быть равносильно тому, что ты делаешь. Вот равносильно. Полностью. Око за око здесь очень подходит. На самом деле. Это не просто так сказано. Справедливое наказание. Оскорбила, значит, ты подвергнешься этому оскорблению и почувствуешь, каково это. Хотела человека ни за что в тюрьму отправить, значит, ты сама должна туда отправиться и понять, что это такое и что ты желала кому. И так далее. Итак, еще раз вам скажу эти слова. Мене, текел упарсин. Фотографию, зажгли свечу. Или образ держите, но лучше фотографию. С фотографией сильнее получается. И сказали ему, что его царствие закончено, положили конец его царству, или его времени, или его радостному дню, что его взвесили, и его поступки, его деяния нашли неправильными и бесполезными для мира, как и он сам, и что его жизнь и судьба разделено и отдано всем. Здесь персианам и медианам, а так вообще это символически. Отдано, роздано, закончилось твое время, называется. Мене, текел упарсин. Вот так, друзья мои. Знания очень полезная вещь. Они помогают в моей профессии. Особенно исторические знания, и особенно моя профессия историка. Потому что история – это связь с прошлым. А магия – не что иное, как наследие прошлого и то, что пришло, мудрость предков, мудрость прошлых людей, тех, кто жил до нас. Желаю всем удачи.